Здравствуйте, друзья! Мы сегодня читаем 9 главу Евангелия от Матфея. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали: «Помилуй нас, Иисус, сын Давидов». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему, и говорит им Иисус: «Веруете ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему: «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал: «По вере вашей да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им: «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого, бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле. А фарисеи говорили: он изгоняет бесов силою князя бесовского. И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. Итак, друзья, как вы видите, я здесь не один. У меня в гостях Сергей, мой московский друг. Добрый день. И вот мы решили вместе читать эту страницу из Евангелия от Матфея и немножко поразмышлять над этим текстом. Сергей, вот какие первые мысли по прочтению вот этого рассказа? Хотел бы отметить сразу же один момент, который меня не только сегодня, но всегда трогает. О том, как Иисус спрашивает их о их вере. «А вы верите, что я могу?» Не сомневается сам, не предлагает самому себе сказать в этом могуществе или нет, но спрашивает у тебя: «А ты веришь ли в это? Можешь ли ты быть в этом со мною?» Мне кажется, один из важных, прямо точечно важных моментов в этом отрывке. Да, и для меня это очень важное место. Ну, во-первых, это нам показывает, что вера необходима для чуда. Не бывает так, чтобы вот Господь совершал какие-нибудь чудеса, чтобы люди поверили. А ровно наоборот, чтобы было чудо, нужна вера сначала. И вот эта вера интересна, потому что эти слепые сначала и называют его Иисусом, сыном Давидовым. Видимо, уже что-то. Тем не менее, Иисус им задает тот вопрос, о котором ты говорил: верите ли вы, что я могу это сделать? А они говорят «да». А затем сам Иисус еще раз говорит: «По вере вашей да будет вам». И как часто, видимо, так бывает в жизни, что мы получаем пропорционально нашей веры. Да, и мне хотелось бы продолжить, потому что дальше это чудо происходит уже, очевидно, интереснейшим образом. Коснувшись глаз, и открылись глаза их. Понятно, что слепой не видит до того, как, и начинает видеть, но как будто по вере, по тому объему веры, который есть, тебе открывается видение, открывается понимание. И дальше он им предлагает или просит их: не разглашайте. Вы видите, но не разглашайте. Они не могут удержать. Не могут, может быть, сами удержаться по-человечески, но произошло такое, та вера, которая была в них, дала им видение чего-то непостижимого. Конечно же, физически невозможного ранее, но и непостижимого для них. И они идут сразу же этим делиться. Делиться с другими. Неся это как чудо, рассказ о нем, но и как весть о вере, о своей вере и о том, как оно бывает. Да, интересно, что здесь и слепые, поэтому они получают такое исцеление, вот, которое им нужно. То есть они разрывают, они начинают видеть. Но, безусловно, это видеть, глагол «видеть» имеет и метафорическое значение, да? «Открылись глаза их», говорит Матфей. Вот евангелист Лука, когда рассказывает историю про двух учеников, которые идут в сторону Эмауса и не могут узнать Иисуса, который ходит вместе с ними,
там Лука использует такое странное выражение, что их глаза были удержаны, и они не могли его увидеть. А потом, когда он преломляет хлеб, открылись глаза у них, вот ровно так же, как у этих слепых сегодня. Наверное, встреча с Господом всегда означает, что открываются наши глаза, и что мир мы видим совершенно по-другому. Мир, природа, красоту, природа, которая нас окружает, но также события. Мы понимаем, интерпретируем события исторические, даже того, что происходит каждый день в мире, совершенно по-другому, по-иному. Как будто открываются действительно глаза. А потом действительно другой момент, о котором ты тоже говоришь. Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал. Но вот они, выйдя, разгласили о нем по всей земле. То есть как будто действительно не смогли удержаться. И это часто так. Мы видим, может быть, даже и больше, чем в Евангелии от Матфея, в Евангелии от Марка. Очень часто есть такая вещь, как специалисты говорят, тайна Сына Человеческого в Евангелии от Марка, что очень часто Иисус запрещает рассказывать о том, что Он делает. Но люди не могут не рассказывать. Я думаю, что любой из нас, кто в своей жизни видит какие-то настоящие чудеса, может быть, не такие сенсационные, как слепой, который прозрел, но более мелкие, может быть, вещи, но которые мы воспринимаем действительно как чудо, как какое-то настоящее изменение. После этого очень трудно не рассказывать, трудно не поделиться со всеми. И интересно, что Евангелие это нам показывает сегодня. И здесь как продолжение, они уже ушли и по всей земле понесли эту весть, но, выходя, к нему подводят еще одного, бесноватого, немого. И он сразу же исцеляет его. Нет ни одного слова «вера», «не вера», что-то другое произошло. И даже люди, которые привели этого немого, бесноватого, ни о чем не говорят. Просто привели. И он исцелил его. И не было никогда, как говорят они в Израиле, веры такой. Как будто действительно других чудес не происходило. Нет никакого видения об этом. Да, действительно, здесь Матфей никаких подробностей нам не сообщает этого второго чуда. Просто когда бес был изгнан, и немой стал говорить. А затем, с одной стороны, противоположные реакции на эти факты. С одной стороны, восторг народа, что народ, удивляясь, говорил, никогда не бывало такого явления в Израиле. Все в полном восторге. Но с другой стороны, другие люди, фарисеи, которые говорят, он изгоняет бесов силой князя бесовского. Интересно, что чудо Божие нас ставит перед альтернативой. Что мы видим? Это или другое? Да, и здесь, очевидно, человеческое вмешательство, как будто фарисеи специально не видят, как будто то, что увидели слепые, бывшие слепые, полностью закрыто от фарисеев, и они заинтересованы только в том, чтобы свою власть, политику или что-то другое реализовать в данном случае, не стремятся ни к чему другому. И при этом ухитряются настолько сильно богохульствовать, как в другом месте совершенно другого очевидного Иисус говорит, что хула на Духа Святого не простится. Да, это на самом деле в этом же месте, только другой евангелист нам рассказывает, что когда говорят, он изгоняет бесов силой князя бесовского, другой евангелист комментирует, что Иисус сказал, что это хула на Духа Святаго, и что это тот самый грех, который не прощается никогда. На это мы, как мне кажется, недостаточно обращаем внимание, что хула на Духа Святаго как раз есть называть злом то добро, которое Бог совершает. Это очень важный момент. Христианин все должен четко разделить зло и добро, видите, и назвать зло злом и добро добром. Да, это очень важный момент, я думаю, именно для нашей жизни, потому что часто мы говорим от точки зрения, от того, где мы находимся или как мы живем, мы можем по-разному воспринимать одни и те же события, видеть их более белыми или более черными, но тем не менее остается то добро или то зло, которое от Бога. И это очень важно, наверняка в жизни всегда помнить и иметь возможность распознать, понять. Я думаю, в этом помогает нам Евангелие именно через призму, через его взгляд Христа, увидеть и именно постараться распознать, где именно то добро или нет его. Да, спасибо, Сергей.
Мне кажется, что здесь еще есть такой момент, что вот надо быть восприимчивы к божественному, к действию Бога вокруг нас. Есть люди, которые как бы гораздо больше видят все отрицательное. Есть люди, которые склонны видеть и подчеркивать положительное. Но таких людей не очень много. Мы, как правило, гораздо больше обращаем внимание на все отрицательное, все негативное. Да? Но здесь вот эта реакция перед чудом. Кто-то был в восторге, а кто-то критиковал и видел. Может быть, это нам говорит о том, что надо развивать эту способность видеть и подчеркивать все положительное вокруг нас. Да, да, совершенно согласен. Очень важный момент. Да, дорогие друзья, вот насчет положительного и отрицательного. Вот мне приходит на ум э, китайская пословица. Это не Евангелие. Но оказывается, есть такая пословица о том, что когда одно дерево падает в лесу, это очень шумно. Намного шумнее, чем весь лес, который растет. Но объективно явление леса, который растет, намного важнее для всего мира, чем тот факт, что одно дерево, допустим, сухостой какой-нибудь упал и сделал большой шум. Может быть, это означает, что и в нашем мире все новости, которые мы получаем, которые мы читаем, которые вот как-то развивать в нас способность увидеть положительное. Это положительное есть. Все-таки лес растет, хоть мы и не замечаем. Всего доброго, друзья. Спасибо, Сергей. Спасибо.